Здравствуйте, в этом видеоуроке я расскажу вам, как работает процедурный генератор дерева. Возьмем кривую Безье, тип квадратик. Тут значения по нулям все. Конечные по Y на 3000. Переразмечаем для равномерного распределения точек. Числу точек подключаем integer. Он нам в будущем понадобится. Дальше подключаем setPosition ноду. К offset подключаем noise. Это seed. Subtract — это коррекция текстуры. Multiply — уменьшаем значение в начале. Фактор возвращает длину вдоль сплайна от 0 до единицы. Кривой переразмечаем. Множитель включаем к офсету. Мило стало. Instance endpoint копирует инстанцию на точку. Инстанс у нас служит та же кривая. Select. Выбираем окончание кривой. Из числа делим на некоторые значения. Можно регулировать расположение веточек. Дальше к ротации мы подключаем курва тангенс. Он разворачивает относительно. И дальше aligned Eller to вектор преобразует вектор в ротацию. Вот. Потом scale также к фактору подключаем. У нас все еще вот это вот кривая 0 единица. Кривой регулируется длина веток. Это множитель, если надо. Дальше разворачиваем. Первая нода разворачивает вдоль роста ветки. Edge разворачивает его вдоль кривой. Разворачиваем на 1/3. Также можно по золотому сечению развернуть. Индекс умножается кривую, подключается к развороту. Реализуется. Resample регулирует плотность листвы. Включается noise. Noise все тот же. Дальше устанавливается радиус. Его не видно, но в значениях он есть. Радиус берется фактор, переразмечается и домножается на множитель. К этой кривой тоже у нас устанавливается радиус. Это собирается. Это нужно для разрешения ветки. Так, тут происходит почти все то же самое. Noise я собрал в такую ноду. Это все тот же noise. Вывел настройки. Включается position. Кривая теперь это длиннее. Я может длиннее сделать, тут больше подразделений. Вот так вот копирует их. Разворот. Еще один. Все, они развернуты. Устанавливается радиус. На этих он уже есть. Открываю. Можно подлиннее даже сделать.
Тут есть одна особенность. Fake out делается. Берется кривая, geometry proxy, дистанция от этой кривой привязывается на вот этот объект. В результате тут будет 0. Тут будет число больше нуля. Чем дальше, тем больше. Также устанавливается разрешение ветки. Тут происходит все то же действие. Теперь это еще длиннее стало. Можно уменьшить. Происходит то же самое. Здесь я сделал небольшую вариацию разворота ветвей. Дальше рассмотрим генерацию ствола. Из коллекции возьмем кривые. Это они кривые Безье. Реализуем, переразмечаем. Далее применяем noise. Спам веток от окончания кривой. Так. Здесь я генерирую большие ветки. Они располагаются примерно посередине. Расположение их можно отрегулировать вот в этом месте, крутив эти настройки. Это трансфер атрибут. Он берет сам атрибут и применяет ее к кривой. Насколько я знаю, это вообще тут нафиг не нужно. Нет, нужно. Регулирует размер веток. Так, разворачиваются они относительно нормали вот этой вот геометрии. Преобразует кривые в выпуклую геометрию. Перемещаем нормали. Разворачиваем, переводим их в ротацию, чтобы кривые смотрели наружу. Дальше немного вверх я их поднял. Больше ничего с ним не стал делать. Реализация инстанса, установка позиции. То же самое, установка радиуса. Только тут к нижнему значению подключается, берет радиус со ствола дерева. Опять тут удаляются точки. Вот. Вот на этих точках будет максимальное значение, чтобы они не были толще ствола дерева. Переключатель, нужно ли использовать Big Branch или нет. Сейчас атрибут. Собирают чуть большие ветки и ствол. Или просто
Или если включен вот это Node switch, добавляются веточки. И тут все то же самое. Копируются вторые ветки на ствол дерева. Дерево из кривых сгенерировано. Вполне себе неплохо. Дальше scale. Идет все тот же scale. Использованием фактора spline параметр. Дальше ротация. Вот такая вот ротация. Сделал трансфер с кривой ствола дерева. Ну и тот же разворот относительно Y по ID, индекс ID. Я разницы не заметил, но это вроде есть. Дальше scale. Создание вариативности от 0,6 до 1. Реализация. Сюда приходят большие ветки, потом ствол и ветки вторые. Все это собирается вместе. Удаляется все, что не нужно, с использованием радиуса и функции компара по точкам. Тут берется лист обычный лист. Листа берется UV и устанавливается на геометрию. Листы снова фризит. Неизвестно почему, раньше такого не было. Чтобы не фризил, надо обязательно их реализовать. Листва. Все так же разворот Current Targets, преобразование. Scale. Вот. В начале поменьше, в конце веточки побольше. И то, что это все еще кривые, это работает. Потом разворот вдоль направления. Дальше разворот по золотому сечению. У нас привязывание. Захват UV. Realize. В геометрии используется UV листа. UV. Ты можешь было их просто делать. Надо. И все бы работало. Что там нет, то же самое. Дальше. Тут установка материала. Здесь устанавливается разрешение веток. Разрешение 3. Все. Так. Собирается.
И вот ветки с разным разрешением. XUI. Это вообще подсмотренное решение. Я вот тоже использую. Вот. Как тут сделано, добавить UI, и все работает. Так, это у нас грибочки спавнит. Это было 0 относительно объекта, а не оригина. Вычтет значение, будет 0 там, внизу, ниже сетки. Дальше удалил верхнюю часть. Тут у нас выбирается, где будет спавн. Взял выпуклую геометрию, подразделил. И установил позицию оригинальной геометрии. С использованием геометрии Proxima. Потом дистанцию. Да, все тоже этой геометрии. Значение больше 0,5. И удалил внутреннюю часть. Дальше density рассчитал по площади. Значение point изменить на face. Сумму площади, вот такое число. Коллекция с грибами. Такие вот лайтовые грибы. Тоже сгенерированы. Все собираю join геометрией. С этим багом я так не разобрался. Да и особо не видно.